Раньше, когда выбираешь суперкар, главное было разгон. Особенно у таких эффектных машин, как эта. Сегодня все иначе. Электромобили тоже разгоняются очень быстро. Так что это уже не основной критерий. Сейчас важнее чистота ощущений за рулем, минимальный вес. И именно поэтому Maserati переименовала MC20 MC Pura. Чистота, пуризм. И это тема нашего обзора. Насколько чисто едет эта машина с 3-литровым V6 битурбо. Сколько удовольствия она дарит. И сколько настоящего суперкара вы получаете в новом Maserati MC Pura. С Томасом авточувство в 4К на весь экран и без купюр. Поехали. Эффектная передняя часть суперкара. Эти линии переехали сюда от Stradale, от гоночной версии GT2. Передняя решетка с крупной сеткой еще выразительнее. В целом облик стал ближе к чисто гоночной машине, так сказать. Цвет тоже особенный, такой бирюзовый оттенок. И, конечно, передний номер в странах, где он обязателен, вечная тема. Куда его ставить на такую форму? Это точно не элемент дизайна. Но здесь нашли вот такой вариант крепления. Длина у машины компактная. Примерно 4 метра 67 сантиметров. И она очень низкая, как и должно быть у суперкара. Колеса 20 дюймов, можно заказать кованые. С ними стоит обходиться аккуратно, чтобы не оставить царапин. Вот обновленный шильдик Pura. И плюс почистили аэродинамику. Поэтому и купе-версии Cielo, которая стоит рядом, разгоняются одинаково. До 100 км в час за 2,9 секунды. Это версия Cielo. Скоро покажу, как здесь открывается жесткая крыша. Главная масса. Всего 1,5 тонны, не больше. Это примерно на 200 килограммов легче, чем у недавно показанного 911 Turbo S. У Cielo есть плюс 40 килограммов из-за конструкции крыши, но машина все равно остается легкой. И именно этим она отличается от электромобиля. Электромобиль может разгоняться так же быстро, но он намного тяжелее. А здесь вы получаете более чистое ощущение от вождения. Сзади скоро покажу небольшой багажник, и тут настоящие выхлопные трубы. Есть даже перфорация, которая улучшает звук. По кузову много сетчатых элементов. Это фирменный стиль этой модели. Можно заказать титановый выхлоп, но он уже не допускается для дорог общего пользования. И еще есть удобный лифт в передней части. Если въезд в гараж слишком крутой, можно поднять нос и избежать повреждений снизу. Хотя чаще царапает не передок, а середину днища. Теперь открываем крышу, на это уходит около 12 секунд. И хотя это жесткий верх, его можно открыть даже на ходу. До скорости примерно 50 км в час. Редкая возможность. И выглядит это, конечно, очень эффектно. Еще одна особенность: крышу можно затемнить, несмотря на жесткую конструкцию. Сейчас покажу это поближе. Открытая крыша тоже смотрится впечатляюще. Здесь есть режим Cielo, прозрачная или затемненная панель. Это почти не влияет на тепло. Теплозащита работает всегда. Это скорее для приватности, если хочется чуть более темного оттенка. Я бы оставил ее открытой вот так. Есть еще один интересный момент. Можно просто опустить вот это заднее окно, если не хочется ехать с полностью открытой крышей. Опускаете так называемое спайдер окно и все. И да, при моем росте 1,89 м, место по бокам здесь еще остается, почти впритык. Если чуть выпрямиться над головой к стеклянной панели, пространства больше, а вот сбоку поменьше, но в целом мне нормально. Что можно открыть спереди? Здесь среднемоторная компоновка, поэтому спереди двигателя нет, только маленький, совсем маленький отсек. Разве что для документов. Он очень неглубокий, тут даже измерить особо нечего.
А раз мотор смещен к центру, здесь стоят огромные воздухозаборники. 3-литровый V6 битурбо, 630 лошадиных сил и 700 ньютон-метров. И именно это мы сегодня и хотим прочувствовать за рулем. Теперь смотрим на багажник. Интересная деталь. Ключ тут очень приятный и довольно тяжелый. Нажимаем 2 раза, и багажник открывается. Он совсем не глубокий. По длине все нормально. Около 90 сантиметров. Но высоты мало, примерно 30 сантиметров. Сюда не поместится даже маленький чемодан. Так что это багажник скорее для аптечки или небольшой сумки на выходные. Вы уже видели эти красивые крылатые двери в наших проходках. Сейчас открываем, и видно, как они поднимаются вот так, очень эффектно. Здесь же видно карбон. У машины карбоновый монокок, поэтому она такая жесткая и легкая одновременно. Внутренняя часть дверей светлая алькантара. Ручка потянуть на себя, все просто. И есть опциональная акустика Sonos Faber. Динамики стоят прямо здесь. Здесь новый крупный шильдик MC Pura на пороге. И сразу видно массивный карбоновый монокок. Алькантары в салоне много. Даже руль обтянут алькантарой. В версии Pura можно заказать интерьер полностью из алькантары. Я бы, пожалуй, выбрал именно такой. Еще больше мягкого материала. Спорт-сиденья тоже выполнены в светлой алькантаре, включая центральные секции. Выглядит очень аккуратно. На руле карбоновые вставки и настоящие физические кнопки. Например, управление круиз-контролем. Это кнопка подъема передней части. Нажимаем и удерживаем, и нос машины чуть поднимается. Полезно для въезда в подземный гараж. На руле старт-стоп и кнопка лаунч-контроля. Усаживаюсь я сюда вполне удобно. Когда крыша открыта, еще проще. Главное найти свою технику посадки, и все нормально. Левую ногу хотелось бы ставить чуть свободней. Если стопа длинная, места немного. Но в целом все работает. Закрыть дверь легко, просто тянем за эту ручку. И есть внутренняя кнопка, чтобы открыть ее снова. Смотрится это все, конечно, очень эффектно. А теперь кокпит. Так его лучше видно с открытой крышей. Света здесь гораздо больше. И снова алькантара, а на иной передней панели очень аккуратная работа. Черная алькантара вообще пришла из автоспорта. Она легче натуральной кожи и не дает бликов в лобовое стекло. Поэтому здесь она идеально подходит. Светлая алькантара тоже используется, например, в нижней части панели. Там же маленький итальянский флаг. Бардачок скромный по размеру. И забавная деталь. Для трека тут стоит металлическая площадка. Лия может упираться в нее ногами. И еще раз взглянем на сиденье. По комфорту это все-таки суперкар. Эргономика могла бы быть и лучше. Есть спортивные кресла удобнее. Есть где идешь на компромисс. Эти не самые комфортные для меня. Но акцент здесь, конечно, на спортивной посадке. Зато форма руля классная. Можно удобно взяться даже за внутренние выемки. А большие подрулевые лепестки прямо под пальцами. Сел, взялся за алькантаровый руль, увидел кнопку старт-стоп, и сразу появляется желание ехать. Прямо сейчас. И мы скоро к этому перейдем со всеми эмоциями. Раз уж говорим про эмоции, здесь можно переключать режимы движения. Есть режим Wet на случай сильного дождя. Привод только задний, так что в мокрую погоду он действительно помогает. GT режим для обычной езды. Спорт, подвеска становится жестче, подвеска здесь адаптивная. И клапан выхлопа открывается уже примерно с 3500 оборотов. Corsa трековый режим. Передачи включаются вот здесь, на узком центральном тоннеле. Драйв здесь. Реверс здесь. Все очень просто и интуитивно. Спереди стоит площадка для беспроводной зарядки, но она небольшая. Крупный смартфон, как у Лии, сюда уже не помещается. Есть отдельная крутилка громкости. Кнопки стеклоподъемников вынесены сюда, чтобы внутренняя часть двери оставалась чистой. Снизу порты USB-A и USB-C. Места очень мало.
И если положить сюда смартфон, он просто не помещается. Поэтому приходится прокладывать кабель вот так и убирать телефон, например, в задний подстаканник. А здесь основной блок мультимедии, через который выполняется почти все. Например, открытие крыши, я показывал это раньше, и управление маленьким спайдер-окном. Для них даже есть отдельная кнопка в верхней части экрана. Интерфейс мог бы работать быстрее. Есть подогрев сидений, но в целом это не про современные онлайн-функции. Тут акцент на ощущение от вождения. Вот так выглядит подключение Apple CarPlay. Климат тоже полностью в экране. Физических кнопок для него нет, что немного жаль. Здесь классические подрулевые переключатели, и вот этими кнопками можно управлять цифровой приборкой, переключать разные режимы. Во время езды видно большой тахометр. Я его действительно люблю. По цене теперь так. Купе стоит от 220 тысяч евро. В Германии это даже на 25 тысяч дешевле, чем раньше. Цена тоже стала, так сказать, чище. Версия Cielo, которая мне лично нравится больше, уже начинается с 260 тысяч евро. И к ней можно добавить опции. Не обязательно, я бы, наверное, и не добавлял. Но индивидуализация все равно есть. Так что в конфигурации, как стоит перед нами, получается примерно 320 тысяч евро. И Илья мне как раз подмигивает. За эти деньги можно купить квартиру или вот эту машину. Но это типичная история. Такой суперкар редко становится единственной машиной в гараже. Мы это уже показали, хотя бы по багажнику все понятно. Это скорее автомобиль в коллекцию, но при этом на нем все равно нужно выезжать. Он создан, чтобы на нем ездили. Все готовы? Maserati MC Pura. Пора на немецкий автобан. Лия уже напряглась. Посмотрим, как сработает лиметр на этой машине. Поехали. Лия скорее задержала дыхание, чем закричала. Ух, это настоящая гоночная машина. Сырой характер, громкая, шумит все, ветер, мотор. Такой суперкар дают нечасто. Чистое, необработанное ощущение. Вау. Переключай в спорт. Клапан выхлопа открывается примерно с 3500 оборотов. Звук сразу становится насыщеннее. Подвеска тоже жестче. И управляется машина просто отлично. Очень точное чувство руля. И знаете, сейчас будет тоннель. Там мы услышим этот сырой звук еще лучше. Интересный момент. В режиме GT можно свайпнуть влево и выбрать подвеску мягче или среднюю. Обычно в GT оставляешь мягкий вариант, а в спорт жесткий. И самое удивительное в этой машине, подвеска тут реально очень комфортная. Прямо отличная. Держит баланс, сглаживает даже резкие неровности. Такого не ожидаешь от суперкара. Можем немного опустить окно. Вот он тоннель. Переключаю вниз вручную, большие лепестки приятно щелкают. Да, ручное переключение, это всегда классно. Можно точнее поднять обороты. Первое ощущение в повороте, руль очень точный, это круто, прямо очень. Дальше будет еще более активная езда. Но сначала еще один выход на автобан. Еще один раз почувствовать динамику. Поехали. Честное ощущение, будто едешь по Нюрбургрингу, по Нордшляйфе. Ух, вот это да. Машина буквально прилипает к дороге.
И снова повторю, подвеска комфортная и очень доброжелательная. И именно это делает ее подходящей для Nordschleife, где много неровностей и перепадов. Смотрите, вот так. Очень уверенное чувство машины. И отличный хват алькантары на руле. И да, слышно, какой он громкий и сырой внутри. Это настоящий гоночный автомобиль. И при этом вполне легальный для дорог. Тормоза тоже настроены по-гоночному. Нужно прямо сильно давить на педаль. Очень сильно. Чувствуется, что сначала делали для трека, а потом уже адаптировали под дороги. И подвеска. У многих экстремальных спорткаров она чрезмерно жесткая. Здесь же ее настроили так, что машина справится и с трассой вроде Nordschleife, с ее перепадами и многочисленными неровностями. И это опять же помогает в повседневной езде. Например, поехать вечером в ресторан или куда-то еще, потому что вы не едете бум-бум-бум на каждой неровности. Подвеска здесь дает действительно хороший комфорт. Так что главный ограничивающий фактор — это сиденье и комфорт, но точно не подвеска. Подвеска здесь очень-очень приятная. Теперь поднимаемся в гору. Побольше поворотов. Поработаю под рулевыми лепестками. И раскрываем крышу, чтобы лучше слышать звук. И рассказать про ощущения с открытым верхом. Это не та машина, на которой едешь без крыши на высокой скорости. Ветра очень много. Так что это вариант для теплых летних дней или для прогулки по Монте-Карло. Она туда идеально подходит. Но не для скоростной езды с открытым верхом. Эта машина идеальна для красивых извилистых дорог. Там можно по-настоящему насладиться открытым верхом и серией отличных поворотов. И, конечно, всем этим звуком. Это очень весело. Руль прямой и точный. Алькантара в хвате супер. Вот так. Вторая передача легко тянет до 100 км в час, совсем без усилий. Класс. Мне нравится этот спортивный, настоящий суперкаровский характер. Грубый, сырой. Только аккуратно листья на дороге. Вот. И именно поэтому покупают такую машину. За чистое необработанное удовольствие от вождения. Да, со своими ограничениями, как я говорил. Но это типичная суперкаровская жизнь. Теперь спускаемся вниз, вот так. И все это на фоне осени, листья вокруг. Золотая пора в Германии. Этой машине это удивительно идет. Но с листвой нужно аккуратнее, когда ее много на дороге, становится реально скользко. И скажите, для чего бы вы взяли такую машину? Кататься по Монте-Карло? Выезжать на спортивные прогулки или на автобан? Напишите в комментариях. А сейчас присоединяйтесь к другим обзорам суперкаров, например, к нашему недавнему 911 Turbo S с заездами по треку.